Что такое целлюлит, не понаслышке знают многие представительницы прекрасного пола. Как же с ним бороться? Давайте сегодня это обсудим. Здравствуйте, мои хорошие! Целлюлит – это структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока. Данное название является достаточно спорным, поскольку в терминологии Всемирной организации здравоохранения под целлюлитом понимают паникулит. Поэтому в медицинской литературе целлюлит, как косметическую проблему, называют геноидная липодистрофия. Апельсиновая корка, галифе, подушечки, вафлеобразная, холмистая, бугристая, в ямочках кожа. Вот какие определения дали этому несимпатичному явлению в быту. Целлюлит Всемирной организации здравоохранения не признается заболеванием. Его оценивают как естественное возрастное состояние женской кожи, которому не стоит придавать статус заболевания, поскольку, согласно статистике, у 85-95% всех женщин среднего возраста имеется данный косметический недостаток. Впервые целлюлит был назван дефектом внешности не так давно, в 1973 году, когда на страницах журнала Vogue появилась статья владелицы салона красоты Николь Рансар. Целлюлит – это комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше. А до тех пор целлюлит считался нормальным явлением для женщин. В детстве целлюлит отсутствует, и кожа гладкая, нежная и одинаково ровная на всех участках тела. В молодости тонус кожи хороший, и целлюлит чаще всего не наблюдается или выражен очень слабо. Обычно целлюлит возникает после полового созревания. Примерно в 12% случаев целлюлит возникает во время полового созревания, в 20% во время и после беременности и в 25% случаев во время менопаузы. А таким образом можно утверждать, что целлюлит чаще всего возникает в период гормональных всплесков. Женские половые гормоны, эстрогены, воздействуют на кровеносные сосуды в подкожно-жировой клетчатке, которая располагается под кожей, сужая их. А в результате нарушения кровообращения в мелких сосудах нарушается поступление кислорода к жировым тканям и отток лишней жидкости. Образуются мертвые и полумертвые клетки. Возникает отек, сдавливающий соседние участки соединительной ткани, которая в ответ вырабатывает плотные волокна белка коллагена, изолирующие комки жира. В результате всего этого появляется характерная мелкобугристая поверхность кожи. Причиной целлюлита является совокупность различных факторов: неправильное питание, гормональные нарушения, малоподвижный образ жизни, ношение обуви на высоких каблуках, беременность, ношение сдавливающих предметов одежды, например, слишком узких брюк. Все это приводит к одинаковому результату, прямо или косвенно вызывает задержку жидкости в соединительных тканях, отеки. А проявления целлюлита разнообразны. Чаще им поражаются области живота и бедер, ягодиц, реже предплечий, коленей, икр, шеи. Развитие целлюлита делится на 4 стадии. На первой стадии мелкого целлюлита видимых проявлений практически нет. Отмечается небольшой отек и припухлость кожи в пораженных зонах. Кожа при этом остается ровной, но на ней дольше рассасываются синяки и медленнее заживают царапины. На второй стадии отечность нарастает, возникает бугристость кожи, апельсиновая корка, заметная только при напряжении мышц или взятии кожи в складку. При надавливании пальцем на коже остается след в виде медленно расправляющейся вмятины, что является признаком отека и уменьшения эластичности кожи. А на третьей стадии жесткого целлюлита, отчетливо выражен симптом апельсиновой корки. На четвертой стадии, финальной, проявляется характерная бугристость кожи, бугорки и ямки, которые уже хорошо заметны и при расслабленном состоянии мышц. Из-за нарушенного кровообращения кожа в целлюлитных зонах имеет синюшный оттенок и холодна на ощупь. А почему у мужчин не бывает целлюлита? Причина этого в первую очередь заключается в различном гормональном фоне. Под воздействием эстрогенов, женских половых гормонов, возникает локальная гипертрофия жировых клеток, в то время как мужские половые гормоны, андрогены, стимулируют распад жиров. Поэтому возникновение целлюлита у женщин начинается практически с момента полового созревания. Также имеет значение различие в строении соединительно-тканных перегородок подкожно-жировой клетчатки у мужчин и женщин. У мужчин жировые дольки по размеру меньше, чем у женщин, перегородки между этими дольками располагаются под углом поверхности кожи, а у женщин они располагаются почти перпендикулярно. Поэтому при увеличении размеров жировых клеток рельеф поверхности кожи у мужчин практически не изменяется, а у женщин возникают бугорки и ямочки.
Говорить о лечении целлюлита не совсем верно, поскольку целлюлит, как было сказано выше, заболеванием не является. Поэтому называть способы избавления от целлюлита лечением не стоит. Правильнее коррекции косметического недостатка. Скажу сразу, полностью и навсегда избавиться от целлюлита невозможно. Все силы и старания можно прикладывать только для того, чтобы сделать его менее заметным. Причем для достижения видимого результата необходим комплексный подход. Нужно избавиться от лишнего веса, улучшить кровообращение, активизировать обмен веществ, укрепить мышцы и соединительную ткань, улучшить тонус кожи. Диета при целлюлите заключается в сокращении потребления соли, сахара, жиров и молочных продуктов, алкоголя, тонизирующих напитков, содержащих кофеин, и увеличении потребления овощей, фруктов, злаков, бобовых и витаминов. Следует отказаться от продуктов быстрого приготовления, консервов, полуфабрикатов. Физические упражнения не просто сжигают жир и повышают мышечный тонус, они также улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, способствуют выведению жидкости из организма, укрепляют кожу. Используются два вида физических упражнений: коррегирующие фигуру, которые укрепляют и подтягивают отдельные мышечные группы, и упражнения, направленные на улучшение состояния всего организма, ускоряющие обмен веществ, кровообращение, стимулирующие глубокое дыхание. Для борьбы с целлюлитом полезны плавание, ходьба, бег, езда на велосипеде, теннис, волейбол, аэробика. Водные процедуры, ванны с различными травами и морскими водорослями тонизируют кожу, улучшают микроциркуляцию, способствуют удалению избытка жидкости из организма. Антицеллюлитную ванну принимают на чистое тело. Когда вы будете принимать душ, разотрите тщательно проблемные зоны массажной щеткой с нанесением антицеллюлитного скраба. Кожа постепенно разогревается и полученный эффект от ванны удваивается. После ванны целесообразно принимать контрастный душ или растирать целлюлитные зоны льдом. Ванны принимаются в течение 10 дней, но желательно делать через день. Самомассаж при целлюлите можно делать при помощи различных приспособлений: жестких щеток, мочалок, рукавиц из конского волоса, игольчатых роликов или валиков. Их применение направлено в первую очередь на укрепление кожи. Давайте рассмотрим несколько способов самомассажа. Для живота, бедер, ягодиц сожмите руку в кулак и костяшками пальцев сильно проведите по коже в направлении сверху вниз и обратно, пока не возникнет прилив крови и тело не начнет краснеть. Для коленей, бедер и ягодиц сложите пальцы вместе, массируйте кожу круговыми движениями, слегка на нее нажимая. Круговые движения делают как кончиками пальцев, так и большими пальцами. Руки при этом находят друг на друга. Для внутренней стороны рук и бедер крепко захватить кожу между большим и остальными пальцами и разглаживать в направлении снизу вверх. При этом щипать следует не очень сильно, чтобы не возникли кровоподтеки. Для живота, ягодиц, бедер большим и указательным пальцами рук образуйте треугольник и, сильно надавливая, продвигайте их вверх в направлении больших пальцев. Затем разглаживайте кожу, двигая большими пальцами вниз. Приемы в виде захватов действуют намного эффективнее, чем поверхностный антицеллюлитный массаж. Вызывают больший прилив крови и тем самым активизируют деятельность сосудов и благотворно сказываются на соединительной ткани. Достаточно 10 минут ежедневных занятий, чтобы улучшить состояние кожи. Хватательными движениями вы можете массировать также предплечья, колени, живот. Это рекомендуется и после беременности. После процедуры нанесите любой антицеллюлитный крем, но не перед массажем, так как ваши руки будут скользить и вы не сможете достаточно сильно захватывать участки тела. Косметические препараты для борьбы с целлюлитом представлены гелями, кремами, лосьонами и маслами. Активными компонентами в них являются экстракты из плюща, березовой коры, конского каштана, кипариса и морских водорослей. Их действие должно активизировать ток лимфы и крови, ускорять процессы обмена веществ в проблемных зонах. Но не стоит ждать чудес только от широко рекламируемых кремов и сывороток. Они лишь улучшают тонус кожи, временно подтягивают ее и за счет этого скрывают проявление целлюлита. Когда вы перестанете ими пользоваться, внешний эффект быстро пропадет. Но и отказываться от них нет смысла. Эти средства часто дают хоть и ограниченный, но быстрый результат. Также существует масса методик медицинской косметологии, направленных на устранение целлюлита. Вкратце рассмотрим самые действенные из них. Массаж, аппаратный или мануальный, выполняемый руками. Баночный, улучшает циркуляцию крови и лимфы, активизирует обмен веществ.
Электромиостимуляция – физиотерапевтический метод воздействия с целью получения эффекта сокращения мышц путем локального воздействия на организм импульсным электрическим током. Мезотерапия – введение в область подкожно-жировой клетчатки, пораженной целлюлитом, лекарственных веществ, стимулирующих процессы липолиза, активирующих микроциркуляцию. Обертывание – горячие и холодные. Нанесение на кожу смесей индифферентных и активных веществ в виде маски с целью получения дренирующего, противоотечного, детоксицирующего эффекта. РФ-лифтинг – нагревание кожи и подкожно-жировой клетчатки путем пропускания через них электрического тока высокой частоты. Гидротерапия. Могут применяться практически все методы гидротерапии, но наиболее эффективным является душ Шарко – струйный душ. Если вы молодая девушка и у вас пока нет целлюлита, но вы боитесь, что он появится, есть несколько простых рекомендаций. Не допускайте резкой смены массы тела. Если вы много занимаетесь спортом, не бросайте резко занятия. Если это необходимо, снижайте нагрузку постепенно. Следите за здоровьем вашей гормональной системы. Правильно питайтесь. Прежде всего откажитесь от фастфуда, сократите количество сладостей. Не курите. Хотя бы 1-2 раза в неделю занимайтесь спортом с нагрузкой на мышцы бедер. В ванной пользуйтесь жесткой мочалкой и скрабами для тела. Иногда делайте профилактический массаж бедер и ягодиц. Ходите в сауну, после сауны также делайте массаж. Не болеем, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Здоровья вам!